Друзья, всем привет! По вашим просьбам готовлю кето-глазурь для покрытия пряников и печенья. Кето-глазурь, или как ее еще называют айсинг, готовится очень просто и быстро из 3 ингредиентов. Она хорошо сохнет и не трескается после разрезания. Кето-глазурь подходит для всех, кто не употребляет сахар и придерживается кето. Это идеальная глазурь для новогоднего украшения вашей кето-выпечки. Давайте украсим наши кето-пряники и печенье стабильной глазурью на аллюлозе. В яичный белок добавляю аллюлозу и лимонную кислоту. Вымешиваю на средних оборотах миксера, чтобы яичный белок приобрел текстуру глазури. Обратите внимание, что белок стал текстурным и при вымешивании образует фигурные завитки. При этом белок загустел и стал белым. Это говорит о том, что глазурь готова. Долго не вымешивайте, чтобы белок не перевзбить в плотную меренгу. При поднятии венчика глазурь опадает с гусками и при этом сохраняет рисунок. Глазурь не растворяется после падения и не стекает, а именно рисует узоры при стряхивании ее с венчика. Такой глазурью можно наносить основной штрих, он же ободок или контур, который держит глазурь для заливки. И именно такая глазурь подходит для рисунка на пряниках и печенье. Немного глазури перекладываю для нанесения контура в маленький кондитерский мешок. Осторожно наношу кето-глазурь из кондитерского мешка по краю пряника. При нанесении контура не торопитесь, чтобы ниточка случайно не порвалась. Обратите внимание, что я не соприкасаюсь кончиком кондитерского мешка с пряником, а как бы выдавливаю нитку, которая тянется за кондитерским мешком. Это очень важно, так как если вы будете соприкасаться с пряником, четкого контура не получится. Помните, что вы вытягиваете нитку, а не наносите ее поверх выпечки. Прорезаю отверстие чуть больше на кондитерском мешке и выдавливаю глазурь в общую массу для заливки. Если вы планируете делать рисунок, тогда оставьте глазурь в кондитерском мешке для рисунка. Лопаткой треблю глазурь по чашке, чтобы она обмякла и стала более текучая. Для заливки пряника глазурь разжижилась. Она больше не спадает с гусками, а стекает. Именно такая глазурь подходит для заливки. В использованном кондитерском мешке делаю узел. Перекладываю всю глазурь в кондитерский мешок. Круговыми движениями выдавливаю осторожно глазурь, нанося ее на поверхность пряника. Наносить глазурь можно, начав с края пряника, у контура, приближаясь к центру. А можно с середины пряника, продвигаясь к краю. Наносите так, как вам удобнее. Незаполненные места заполняю при помощи тонкой шпажки или зубочистки. В целом такой глазури получится на 32 пряника диаметром 8 см. Если делаете дополнительный рисунок, тогда понадобится меньшее количество пряников. Чтобы сделать четкий рисунок из имеющейся кето-глазури, добавьте в нее 2-3 чайные ложки аллюлозы и тщательно вымешивайте ложкой. Тогда глазурь из заливки снова превратится в глазурь для контура, то есть для рисунка. Густоту глазури таким образом можно всегда регулировать, загущая ее аллюлозой. Но если она получилась слишком густая, добавьте немного воды и перемешайте. Ориентируйтесь на густоту вашей глазури самостоятельно. Для контура, чтобы рисунок не поплыл, глазурь должна рисовать четкие узоры. А потому, если сомневаетесь в густоте глазури, подсыпьте еще немного и интенсивно перемешивайте ложкой аллюлозу. Глазурь не должна скрипеть, аллюлоза должна полностью растворяться после вымешивания. Тогда глазурь будет гладкая и ровная. Краситель я использовал гелевый, несколько капель. Вы можете использовать сухой, это не принципиально. Это печенье я покрывал вчера кето-глазурью, и она хорошо подсохла. Глазурь при этом не трескается и хорошо держит форму. Это самая простая кето-глазурь, которую только можно приготовить. И при этом она вообще не отличается по вкусу от традиционной на сахаре. А с наступлением праздников этот рецепт находка, чтобы красиво украсить свою кето-выпечку. Поздравляю подписчиков канала с наступающим Новым Годом и Рождеством. Если остались вопросы, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.